Всем привет! В этом уроке я хочу вам показать, как связать крючком вот такую повязку на голову. Вяжется такая повязка очень просто, столбиками без накида. За задние полупетельки получается вот такая резинка. Связать повязку вы сможете на любой размер. Начинаем с того, что набираем цепочку из воздушных петель. Длина цепочки равна обхвату головы. Также смотрите, если у вас ниточка тянется, у меня она тянется, тогда ничего добавлять больше не нужно, никаких сантиметров. Если же у вас ниточка будет плохо тянуться, вам нужно будет для вот этого шва, так как у нас здесь на шов немножко уйдет еще, сантиметр, может полтора, тогда вам нужно будет к этой цепочке вашей начальной прибавить еще там сантиметр или два, то есть набрать немножко побольше. Приступаем к вязанию. Набираем цепочку из воздушных петель. Я буду набирать 122 воздушные петли. Делаю первую закрепительную петельку. И набираю 122 воздушные петли. Связали цепочку, примерили по голове, чтобы цепочка была равна обхвату головы. И приступаем к вязанию первого ряда. Вяжу еще одну воздушную петельку. И начиная со второй петли, у нас первая петля, и начиная со второй, начинаю провязывать столбики без накида в каждую петельку. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый, шестой. И так вяжем первый ряд до конца. В каждую петельку провязываем по одному столбику без накида. Провязали ряд до конца, у меня остается одна петелька. Довязываем. Провязали первый ряд, у меня получилось 122 столбика без накида. У вас должно получиться то количество столбиков, сколько вы набирали воздушных петель. Вяжем второй ряд. Так как мы будем вязать с вами сейчас второй ряд, мы будем провязывать все остальные ряды. Делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем работу и начиная со второй петельки, вот у нас первая петля и вторая, за заднюю стенку петли ввожу крючок и начинаю провязывать столбики без накида. Провязываю первый столбик, следующую петельку ввожу крючок, провязываем второй столбик, следующую петельку, третий столбик, следующую, четвертый. И так за заднюю стенку петли мы продолжаем вязать столбики без накида до конца ряда. Провязали ряд до конца. Вот у меня остается 2 петельки. Провязываю. И также не забывайте провязывать вот эту последнюю петелечку. Здесь также за заднюю стенку петли провязываем столбик без накида. Одна воздушная петелька подъема. Поворачиваем работу и провязываем точно так же, как и предыдущий ряд. Первую петельку пропускаем и начиная со второй за заднюю стенку петли провязываем столбики без накида. Провязываем первый, следующую петельку, второй столбик, следующую петельку, третий столбик. Продолжайте провязывать такие ряды до необходимой ширины повязки,
сколько вы хотите, чтобы была ширина повязки, столько провязывайте рядов. Итак, мне осталось провязать вот одну петелечку, я провязываю. Я провязала ширину 8 сантиметров. Это получилось у меня 22 ряда. Если вам нужно пошире, можете провязать еще несколько рядов. Теперь смотрите, захватываем ниточку и вытягиваем уже петельку до конца. Вытянули петельку, вот этот кончик нити оставляйте побольше, так как оставшуюся нитку мы будем использовать для того, чтобы сшить нашу повязку. Смотрите, прежде чем начать сшивать повязку, вот этот кончик нити с другой стороны, вот мы здесь оставили для того, чтобы сшить, а с другой стороны наш начальный кончик нити можете заправить. Я обычно делаю это иголкой. Вот таким образом цепляю петельки. Спрятали, ниточку обрезали. Затем, смотрите, нитку я уже вставила в иглу. Складываем повязку. И теперь каждую сторону, вот, нам нужно согнуть пополам. Вот, согнули одну сторону. И вторую делаем точно так же. Согнули вторую. И теперь соединяем наши две стороны. Нам нужно вот этот наш край ввести вот сюда в серединку. Вот таким образом. Поправляем. И смотрите, чтобы вот эта ниточка оказалась у нас не внутри здесь, а с внешней стороны. Вот так вот поправили. Повернула я кончиком нити к себе и начинаю в каждую петельку. Вот начиная с первой петельки, ввожу крючок в первую петельку. И здесь точно так же продеваю через 2 петельки. Начинаем сшивать. Можно это сделать крючком, кому как удобно. Я буду сшивать вот таким образом иголкой каждую петельку. И так прошиваем полностью до конца. Я прошила полностью наше соединение, и я всегда делаю вот такой узелочек. Сделали узелок, и можно заправить уже. Заправляем ниточку. Обрезаем кончик нити.
Выворачиваем нашу повязку. Выпрямляем, чтобы было аккуратно. Повязка готова, можно примерять. Вот так быстро и просто можно связать крючком повязку на голову.